Всем привет, меня зовут Юлия Гендина, вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Как и обещала, рассказываю про свой новый проект. Это плед, который я буду вязать узором аргайлы. Аргайлы — это такие ромбы, в общем, вы можете погуглить сейчас аргайлы, набрать в любом поисковике, и вам выпадет куча картинок, где, казалось бы, простые ромбы, но они расположены так, что пересекающие их линии делят их немного неправильно. В общем, посмотрите, клевый, крутой узор. Он будет отличным для пледа, например. И я хотела воспользоваться моментом и связать этот плед из тонкой дундаги. Как вы знаете, я обычно вяжу из толстой дундаги 6,2. В этот раз я хотела попробовать из тонкой 6,1. Каждый проект начинается даже не с образца, а с пряжи, из которой мы будем вязать. Так вот, мне пришла пряжа. Это дундага, толщина 6,1. Для сравнения я вам сейчас покажу. Вот у меня уже стиранная дундага 6,2. Правда, стиранная. Вот дундага 6,1. Значит, вот нить и вот нить. Понятно, это стиранная, но тем не менее. Разница очевидна. Я планирую вязать 6,1 крючком примерно 4. Потому что, во-первых, я ее постираю до вязания, она немножко еще распушится, и крючком 4 должно получиться самое оно. Это мы с вами еще все поэкспериментируем, все посмотрим. Итак, но сначала давайте рассмотрим сами цвета. Я вам расскажу, как я подбирала их и как я буду их компоновать уже в пледе. С дундагой сейчас не все просто. Найти в ассортименте действительно сложно цвета, поэтому выбирала из того, что есть. Прежде всего, мне нужен был цвет однотонный, который ляжет в основе пледа. И здесь я сделала простой выбор из имеющихся, а именно вот такой вот натуральный. Натуральный, молочный, такой грязноватый оттенок, собственно, похож на дундагу 6,2, которую я вам только что показывала. Почему выбрала именно его, а не другие однотоны? Потому что выбор, в принципе, дундаги невелик, а в данном случае чистый такой молочный все-таки проще, как фон, к которому будет подобрать компаньона. Поэтому выбрала его, благо там в наличии нашлось 4 пасма, мне их хватит. Дальше, к нему я уже подбирала интересный какой-нибудь многоцветный вариант. Остановилась в итоге вот на таком. Давайте я сейчас разверну, мы посмотрим, какие там есть цвета. Привет всем нелюбителям сена, оно тут есть. Итак, смотрим, что здесь есть. Такой осенний перелив. Здесь несколько вариантов рыжих оттенков. Рыжий переходит в очень красивый такой вот бордовый, но не темный, а светло-бордовый. Есть темные оттенки такие болотного цвета, серо-черного, серо-бурмалинового. И, собственно, все. Больше никаких других оттенков нет. Самый светлый вот слегка такой вот кофейный. Очень красивый, такие действительно осенние переливы. Бывают осенние переливы такие в охру, а это именно такая красная осень. Такая рыже-красная осень. Красиво. Соответственно, здесь слишком светлых оттенков нет, поэтому мой натуральный будет смотреться с этой пряжей очень хорошо. Таких я взяла тоже 4 пасмы. А еще я взяла вот такой цвет. Вот я его, собственно, уже развернула. Тоже темный, но здесь смотрите, какие цвета. Фиолетовый, который я обычно побаиваюсь брать, но здесь мне понравился он. Фиолетовый, причем в несколько оттенков. Немножко такого коричнево-горчичного, чуть синевы здесь есть, болотный красивый, бутылочный, и совсем вот темный здесь есть, вот уже практически в графит уходит. Вот такой вот оттенок, таких у меня тоже я взяла 4 пасмы, и плюс одну вот такую прекрасную однотонную горчицу. Эта горчица вышла случайно, она просто была в наличии одна. Я сначала планировала на самом деле взять 2 набора. То есть я хотела взять 4 молочных и к ним 4 вот таких вот осенних, и 4 горчицы, и к ним 4 таких вот темно-фиолетовых. Но горчица оказалась одна, и я все равно ее взяла, потому что очень хороший цвет. Это вот к нашему с вами разговору о базовых цветах, которые я всегда беру, если они очень хорошие. Вот я эту горчицу взяла, пригодится. В итоге я планировала 2 набора, 2 разных пледа небольших. Теперь это будет один плед с переходящим цветовым рисунком. То есть я буду сначала совмещать с молочным вот такой вот осенний. Потом я постепенно этот осенний буду заменять темными оттенками, пока еще не решила как. То ли это будет ручной градиент,
То есть я буду постепенно вводить новый цвет. То есть сначала у меня несколько рядов будет такого, потом несколько рядов такого, потом этих рядов меньше, а этих рядов все больше, да, то есть это будет такой ручной переход. Либо это будет резкий переход, то есть когда у меня, не знаю, закончатся 2 пасмы вот такого, я, например, сразу начну вводить темный, не знаю пока. Где-то, когда будет уже темный цвет, я пущу вместо молочного горчицу. Будет такая интересная вставка. Поскольку все это будет, повторю, с орнаментом аргайлы, то должно быть бомбически просто. То есть эти ромбы, они будут у меня такими переходными от осеннего к такому более темному и где-то с вкраплениями горчицы. Должно получиться красиво. То есть это эксперимент двойной. С одной стороны, тонкая пряжа, тонкий для меня крючок. Посмотрю, сколько времени это займет, посмотрю, как будет удобно вязать, посмотрю, какой вес будет у пледа. Все-таки, да, легче вес, совсем другие ощущения. Ну и кроме того, эксперимент цветовой, посмотрю, как все это будет действительно ложиться в полотне и в аргайлах. Так, что осталось что сделать? Осталось ее сейчас постирать, перемотать и связать небольшие образцы, чтобы посмотреть, сколько рапортов мне понадобится и как ложится рисунок. Встречу вас на следующем этапе этого эксперимента, и там же тогда уже дам вам все схемы, чтобы вы тоже могли со мной начать вязать. А пока в комментариях буду ждать ваших мнений о моем цветовом выборе. А еще мне очень интересно, вязали ли вы из пряжи Дундага 6.1, вязали ли вы из нее пледы, как она вам в работе, каким крючком вы вязали, кстати. Было бы очень интересно, особенно мозаику, если вы уже пробовали. И понравился ли вам процесс? Спасибо, я пошла стирать, а вам желаю приятного вязания. Будьте здоровы. Пока-пока.